Ну что, мы начали собираться. Все уже по кучкам. Это надо обязательно взять, не забыть. Вот я поставил багажник. У меня впереди будут кейджи. Вот, и здесь сумка, здесь рюкзак снова, там сумка, большая, баул. Вот, 2 гермомешка, и возможно еще куда-то я приконнекчу свою рулевую, вот эту. В общем, мы отправляемся в путешествие в это интересное время. Стартуем мы в районе 10-9, ну 9 скорее всего. Вот. У нас велопоход, велозабег, тур до Кавказа. Посмотрим, что из этого получится. Я не знаю, что тут будет видно, но я буду подсвечивать. Мы установили велики на крыше. В процессе, да. Прокатиться по горам. С полным пакетом, что называется. Большой. И рассказать про то, как мы в Грузии катаемся. И потом мы станем супер популярны, нам будут платить партнерскую программу, покупать рекламу, и мы станем миллионерами в Тбилиси. Я вам клянусь. Вот скриньте. Да. Почти никто? Ну что? У меня есть еще этот сникерс, там лежит в багажнике. Уважаемые товарищи, как у вас настроение? Ой, отлично. Все прекрасно. Максу хорошо, он в Ставрополь вернется. А мы хер знает куда. Я надеюсь, что мы тоже в Ставрополь вернемся, потому что у меня там ждет новый только что собранный компьютер и PlayStation. Да, кому что? Меня вот там ждут 2 детей, понимаете, и жена. Меня ждет еще. Так что послезавтра не будем становиться экспатами. Ехать. Вот, а все-таки надеемся и верим, что это просто велопутешествие у нас, и все. Не запланировано и спонтанно. Не было бы счастья, да, несчастье помогло. Люди зарабатывают как только могут. Да, ребят, чтобы вы понимали, мы вот ехали, все хорошо. Осталось 60 километров до Владикавказа. И к нам просто начали, ну, здесь пробка, стоят как бы люди. С местными номерами проезжают, с номерами не местными пока что стоят. Впереди гайцы и куча народу, ну человек 5, я не знаю, там к нам уже постучалось и говорят: ребята, вы не проедете, мы вас сопроводим типа за денежку. И таких, ну, просто огромное количество, они просто ходят по машинам и как бы стучатся и просят денег. Вот. Что будет дальше, непонятно, пока стоим. Вот мы сейчас на повороте к Владикавказу. Да, это мы еще даже не во Владикавказе. Да. До Владикавказа еще 60 километров, ну, грубо говоря, до Владикавказа еще час. Сейчас проедемся, сейчас. Короче, мы сгрузились с машины. Давайте сейчас. Загрузились, вот Саня, вот там, смотрите, какой. Жопа чешется просто, не выдержит. Пришлось остановиться. Вот, собственно, вот так это сейчас выглядит все. Вот. И нам туда. Канал Аль-Ханчурский. А меня трясет как не знаю кого, потому что велик прям вот так делает. Сейчас буду думать, скорее всего, потому что вот здесь рюкзак не закреплен. Сейчас. Это красиво. Такие горы.
А теперь о печальном. Мы проехали 10 минут, и Саня схлопотал локацию, походу, причем в самом начале пути еще, и она у него спускала, и вот... Пони кирпичей, сейчас будешь офицерский дом строить, я знаю. О, 3 атмосферы. Красавчик, давай, надо 5. Да куда 5? Надо, мы качали, Саш, давай. Я сейчас буквально скажу, знаешь, все в твоих руках, Саш. Вот так. Зато уже тепло. Солнышко показалось и сразу потеплело. И Кавказский хребет тут во всей красе. Просто. Ну что, увидимся уже? Да, увидимся. В Владикавказе, я надеюсь. Ну, наконец-то, после такого количества времени, проблем, пробитых шин и всего прочего, мы въезжаем в славный город Владикавказ. Сейчас есть планы доехать до центра, посмотреть, что там, как там, чуть-чуть передохнуть и ехать дальше. Вы понимали, мы едем уже минут 10, то есть пару километров, и картина не меняется. Начало военно-грузинской дороги, огромное количество фур на обочине, просто невероятное. Машины, причем насаются очень бодро, и немножко страшновато ехать не по обочине, но, как вы понимаете, другой дороги в любом случае нет. Вот уже вот такая вот ситуация вырисовывается, хотя еще очень далеко до основного КПП. Прижмись чуть к фурам, а то тут сплошная, они не сильно обгонять могут. На часах 8:40 мы проехали Владикавказ. Решили остановиться перекусить, чтобы не есть на глазах у голодных людей, стоящих в пробках. Это сейчас жестоко прозвучал. По ощущениям, до конца, ну, до начала границы 15 километров примерно. Что мы остановились перекусить и позвонить своим любимым. Ходит. В живописном местечке, там терек, барашки пасутся. Ну что, ребят, мы проезжаем эту легендарную 15-километровую пробку. Даже я неправильно посмотрел, она 20-километровая уже. Очень много велосипедистов распаковывается. Но также очень много просто идут пешком. Вот. Кто-то вдвоем на велосипедах, кто-то мужиков провожает. Есть кто объезжает. Там эскорты всякие, куча ментов. Куча людей с сумками, с чемоданами. И все это вакханалия длится очень-очень долго. Сколько вообще видно взгляду. Сейчас посмотрим, по встречке пропустят нас или нет. Там гаишники.
Вот такой бедлам, как видите. Настроение, конечно, у народа максимально так себе. Никто машины бросать не хочет. Здесь и Москва, и Питер, и каких только регионов нет. Само собой, Грузия, Армения, все стоят в одной пробке. Ух ты ж, ёлки-палки, вам не видно, но мне чуть выше видно, там эта пробка. Очень далеко идет. Короче, ощущение крайне печальное от всего этого. В такой красоте происходит такая жопа. Да. Да. Группа велосипедистов у нас тут. Ждем очереди у таможни. Сука, народ, помашите ручкой на память. Все настолько на нервах, что если не ручкой помашут, а колеса проколят. Да ладно, что ты, надо всегда юмор, долю юмора сохранять. Вот так вот, все велосипедисты надо. Ну что, русская таможня осталась позади, вон там осталась Россия, а вон там ждет Грузия. И смотрите, что здесь есть. Duty free. Как давно и не видел этих букв. Вот Саня там еще проходит таможню. Он по своей доброте душевной пропустил несколько человек, которые здесь стоят уже по 4 дня. Я вот, собственно, тоже ребят пропустил, которые 4 дня торчали. Они продали машину. Вот. Простите, не продали, оставили машину во Владике, где-то на стоянке, и купили велосипеды стелс подростковые. Каждый велосипед по 15 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. А купили они их прямо в очереди, потому что местные тут очень прекрасно всем этим занимаются, барыжат велосипедами, требуют деньги за проезд к границе, несмотря на твою цель. Вот да, у нас путешествие, но тем не менее платите бабки, ребята. Вот такие вот дела. Ну что, сейчас посмотрим, что будет на грузинской таможне. Там, кстати, говорят, тырят велосипеды. У нас вот мы стояли в очереди, и у одного парня прям буквально при нас он написал, что у меня украли велосипед, я проходил грузинскую таможню, а при этом у него там, он на сингле на каком-то ехал. Не жалко, но факт. Сейчас будем выяснять, как не повторить его судьбу.
Мы в нейтральной зоне. Сейчас между российской и грузинской границами. Тут безумно красивые скалы. Просто я не могу вам этого не показать. Вот его могу еще показать. И вот эти скалы особенно просто. Ну что, ребят, мы прошли. Все хорошо. В честь этого мы даже выпили бутылочку Гиннесса. Спросили про цель. Мы сказали, как есть, путешествие. Потому что, мы реально путешествуем. Вон Дэн уже улетел куда-то. Вот. Спросили, не бежим ли мы от режима. И от призыва мы сказали честно, что нет. Но нас пропустили. Как видите, тут ребята вообще с аистами. Вот, а так народу здесь, конечно, караул. Об этом лучше потом спокойно рассказать. Но велосипеды, любые развалюхи, абсолютно. Мы видели мужчину на детском велосипеде, чуть ли не трехколесном. И таких очень-очень много. Но с них смеются, спрашивают, что спортсмены и так далее. Нас вроде серьезно восприняли. Мы сказали, что вернемся через недельку. Нам сказали, будем рады вас снова увидеть. Вот. В целом, все страшилки из чатов многочисленных, как я и ожидал, страшилки. Хочу отметить отсутствие мусорок. Народ выбрасывает прямо вот на обочину бутылки, коробки и, собственно, все, что придется. Чтобы вы понимали, вот на таких велосипедах границу тоже пересекают. И потом бросают их. Там нам обещают впереди какое-то невероятное кладбище велосипедов. Ну, посмотрим. Интересно прям. Начало уже положено. Ой, да. В этот момент у нас было, когда мы зашли на нейтральную зону, увидели весь этот ад, появился парень, который первый волонтер, да, который решил всю эту очередь организовать. Вот, мы с Сашей присоединились к нему, я своим поставленным голосом навел там порядок. И с этого момента снимать уже почти не было времени и возможности, потому что мы занимались в основном волонтерством, то есть организовывали людей, выстраивали их в очереди, не пускали зайцев, которые пытались прорваться, их было очень много. Потом сформировали группы водоносов. Девочки, вы просто, если вы вдруг каким-то образом посмотрите это видео, вы просто супер, вы такие молодцы, потому что девчонки ходили всю очередь, которая растянулась на 2 с лишним километра, и носили воду. Хочется сказать спасибо грузинским таможенникам, которые всячески содействовали волонтерам и с водой, и с туалетом, и с пропавшими детьми, и с пропавшими людьми, которые там были. А такого было достаточно много. Самый яркий пример того, что вот произошло там на Ларсе, это было для меня самое такое жесткое, это когда потерялся 1,5-летний ребенок, вот, мальчик. Он просто с каким-то образом спустился к Тереку, да, если я не ошибаюсь, речка, которая там в нейтралке течет, и преспокойно играл с камушками, в то время как его родители просто сходили с ума. Вот, и у меня просто предположение возникло, куда пошла моя дочка? Она пошла играть с камнями, и я со своим фонариком велосипедным просто светанул в ту сторону, увидел силуэт, у меня аж прям отлегло в этот момент. Ребенок нашелся, и таких случаев было несколько. Был интересный случай, когда парня я услышал, попытался заснуть и прикорнул на пеньке, что называется, только этот пенек был куском камня, куском скалы. Парня не пускали, думали, что он заяц, хочет пройти впереди очереди. Он был с рюкзачком, с водой в руках, с какой-то едой и с карематом сзади. Видимо, создалось впечатление, что он лезет без очереди, хотя он всячески доказывал, что он идет к жене с ребенком, которые стоят впереди, и вообще мы, то есть пары с детьми, там, да, мы их пропускали вне очереди, чтобы дети не стояли в этом аду. Я ему поверил, мы с ним начали искать его супругу, а я сонный, то есть я не спал 36 часов на тот момент, даже больше, а это где-то было
Мы на Ларсе стояли всего 10 часов, это где-то был 6-й час. В итоге я просто вспомнил, что была девочка с ребенком на руках на таможне стояла, пока мы там бегали, волонтерили. И она в какой-то момент там рыдала, стояла, ее таможенники отвели к себе в коптерку. Я про это вспомнил, притащил его к таможенникам. Сказал, это отец вот тех ребят. Они, ой, дорогой, ты что, где ты пропадал? Давай, пошли скорее. И он ринулся, там это было безумно такой трогательный момент. И таких историй было очень много. Да. Короче, ребята, мы рано радовались. На нейтральной территории, в подходе от русской границы к грузинской, вот такое столпотворение. Это я показываю только маленькую часть. Вон люди стоят от самого туннеля и не могут пройти. Не могут пройти по той простой причине, как мне объяснили, я чуть вперед ушел, чтобы узнать, что там происходит. Что там какая-то очень узкая дырочка, и туда очень мало народу может протиснуться. Вот и стоим как дураки. Вот такое количество. Ситуация такая. Ладно, можно сделать очень сложно. Поэтому я к вам обращаюсь. Ребят, если вы хотите двигаться быстро, то надо как-то вот этот коллапс решить. Потому что эти люди хотят пройти так же, как и эти люди. Попасть туда. Но нам из-за этого коллапса сейчас получится, что не эти пойдут, не эти. Смотри, она неправильно территорию. Поэтому нам надо сдвинуть две очереди в одну и сделать это так. Проходите пока, проходите, быстрее проходите. Сейчас я вам кое-что покажу. Трупы павших велосипедов. Теперь живут вот так. И вон там еще вдалеке еще одна такая куча. И там дальше тоже, и так далее, и так далее, и так далее. Тут просто какой-то конец света происходит. Машины в 2 ряда, люди в 5 рядов стоят. Офигеть, Даша, как ты его будешь вообще? Смотри. Денис, подъем, Денис, подъем, Денис, подъем. 5 вечера уже. Мы спим с 5 утра. Ты спишь сутки, Денис. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вообще 0 реакции. Офигеть, вот бы мне так спать.